Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, почему нельзя желать спокойной ночи, как это влияет на ваш сон и на дальнейшие события в вашей жизни. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и нужной информации. Вы знаете, если мы обратимся к знаниям наших предков, то мы увидим то, что на самом деле желать спокойной нельзя. И это достаточно страшные слова. Но почему, спросите вы, когда мы, казалось бы, все вместе каждый день изо дня в день желаем своим родным, близким спокойной ночи? Вы знаете, наши предки говорили о том, что пожелание спокойной ночи – это не пожелание добра, а пожелание мертвого спокойствия. И народные приметы говорят о том, что такое пожелание на самом деле является не добром, не посылом к тому, чтобы ночь прошла хорошо, а именно является проклятием. И эту фразу категорически нельзя произносить, так как, желая кому-то спокойной ночи, мы, к сожалению, не хотим вас расстраивать, но так и есть, мы желаем все-таки смерти. Почему же нельзя желать спокойной ночи? Ну, что значит эта народная примета? Вы знаете, к сожалению, в давние времена, которые мы забыли, и много информации, к сожалению, на данном моменте было утеряно, пожелания спокойной ночи обычно адресовали покойникам. Ночь это означает пребывание в царстве смерти. И чтобы человеку там было хорошо, ему желали спокойствия. И считалось, что умирая, человек засыпает мертвым сном. Поэтому покойнику перед отправлением в мир иной желали «спи спокойно». Со временем выражение «спи спокойно» трансформировалось в то, что мы сегодня привыкли говорить в спокойную ночь. И вы знаете, от этого суть не меняется, потому что это в какой-то степени пожелание именно смерти. Народные приметы говорят, что такое пожелание негативно сказывается на жизни человека, которому это все адресовано. По аналогии, например, в некоторых профессиях нельзя желать подобных вещей. Если, например, мы обратимся к врачам, а если у вас есть врачи, то когда вы поговорите с ними и узнаете, какие у них есть приметы, вы будете очень удивлены. Так вот, у врачей бытует мнение, что нельзя желать спокойного дежурства, так как после такого пожелания будет много тяжелых больных и, вероятны, летальные исходы. И это врачи очень четко говорят. Поэтому, если у вас есть знакомые врачи, спросите, и вы будете этому очень удивлены. Также никогда не желайте спокойной ночи заболевшему человеку. Эта фраза вытягивает энергию и приводит к тому, что больной болеет тяжелее и не может справиться с болезнью из-за энергетического истощения. Сама по себе фраза имеет такое глубинное значение, что пожелание полного, знаете, это как пожелание полного спокойствия, абсолюта. А когда в жизни человека возможно полное спокойствие? К сожалению, только в одном случае. Поэтому народные приметы говорят, что желать спокойной ночи нельзя, так как это пожелание вытягивает хорошую, добрую энергетику с человека. Возможно, вы произносите и говорите, ну я же произношу, ничего же не меняется в вашей жизни. Да, не меняется, но потом в какой-то момент начинают происходить определенные события, и человек начинает осознавать и понимать, а что же произошло, почему эти события, эти моменты повлияли на жизнь человека, и это привело к определенным последствиям. Конечно же, многие спросят, ну хорошо, мы привыкли говорить спокойной ночи,
Тогда какие есть альтернативные слова или есть альтернативные фразы, которые мы можем произносить, потому что мы любим своих родных, мы любим своих близких и хотим, чтобы в их жизни все было хорошо. И у нас есть даже, знаете, вот привычка, что мы, прощаясь, на ночь глядя, мы всегда должны что-то сказать. Так вот, какие вы можете использовать слова перед сном, чтобы не причинить своим близким и родным вред, а также не привнести определенные неприятности и проблемы. Напоминаем всем, что любые слова, которые вы произносите, они в любом случае влияют на каждого человека. Только вы должны понимать, что у одного человека энергетика достаточно сильная, и, соответственно, это не так на человека влияет. А, например, на слабого человека в его энергетике, да, это постоянно будет отражаться. Так вот, какие вы можете использовать пожелания? Ну, во-первых, доброй ночи, или добрых снов, или сладких снов, или хорошего сна. Главное здесь не желать именно спокойного сна. Помните, спи спокойно, к чему это может привести. Помните об этой фразе. Так что, друзья, теперь, когда вы понимаете и осознаете, что желать спокойной ночи нельзя, и это может привести к определенным последствиям, обязательно расскажите и своим членам семьи. Возможно, когда вы в следующий раз будете вечером говорить своим близким, своим родным доброй ночи или сладких снов, и для кого-то это будет резать слух, объясните, что спокойной ночи эти слова ни в коем случае не нужно использовать, потому что именно эти слова несут разрушение в вашу жизнь. Помните о том, что именно спокойной ночи зашло в нашу жизнь ввиду современного мира. И мы думаем о том, что мы таким образом будем спать спокойно. Но есть люди, которые очень энергетически чувствуют это все. И иногда вот даже нам пишут на электронную почту, что человек говорит спокойной ночи, и человек даже не может уснуть. У него постоянная бессонница. Или он быстро усыпает, засыпает, но снятся постоянно какие-то кошмары, какая-то тревога постоянно. Поэтому забывайте про это слово. Теперь вы, друзья, знаете об альтернативных словах, которые вы можете использовать в своей жизни. Желайте всегда добра, желайте всегда сладких снов, желайте хорошего сна, для того, чтобы действительно человек, проснувшись утром, имел действительно вот эту энергию созидания, энергию творения, потому что мы все с вами творцы. Конечно, кто-то сейчас скажет, ну вот, сейчас мир поделился на темные силы, светлые. Нету ни темных, ни светлых сил. Есть вот Бог, Он решил через нас всех пройти вот это все, попробовать, как это. Кроме того, каждый из нас в этих ситуациях, которые сейчас происходят в мире, он показывает, что мы все равны, и темные, и светлые. Кроме того, мир очень сильно сейчас кардинально меняется. И чтобы он изменился, нужно было, чтобы произошло эти события. Потому что на сегодняшний день все трусы, вы должны это понимать, к сожалению. И оказался, да, то, что произошло, но просто по-другому в этом материальном мире, к сожалению, нельзя было поступить. Поэтому очень важно, чтобы вы изначально осознавали и понимали те слова, те фразы, которые вы произносите в этом мире. Потому что, к сожалению, или, может быть, к счастью, наш мир материален. И пока будут наши тела, можно назвать это как угодно, биороботы наши, да, потому что мы, когда кто анализирует и понимает, что мы, когда ложимся спать, наше тело отдыхает. И утром, проснувшись, мы чувствуем себя бодренькими. А, значит, наше тело заряжается неким образом, подпитывается от нашей планеты, от Солнца, от Луны, от других планет, галактик, Вселенной. Вы понимаете, это так все взаимосвязано, что, знаете, в лекции полчаса точно не хватит, и даже нескольких дней. Поэтому вы должны научиться прямо сейчас говорить правильные, нужные слова, которые нужно говорить себе, говорить окружающим людям, несмотря на те события, на те действия, которые вас могут окружать. Также научите ваших детей, ваших внуков говорить эти важные слова. И не только эти слова,
Но эти слова, которые несут созидание, которые несут не разрушение, а наоборот объединение. Потому что в нашем мире мы придем к тому, что должно быть все в объединении, должно быть все в кооперации. И те события, которые сейчас происходят, показывают нам всем, что не может быть этого быть хорошо, а этого лучше. Потому что те события, которые будут происходить дальше, к сожалению, это не тема этого видео, но все же очень многих удивят мир, потому что откроется очень много тайн, и, знаете, вот рухнет занавеса, и мы увидим тот мир, который от нас скрывали. При этом скрывали все правители. И они считали, что это нормально. Поэтому прямо сейчас начинаем менять свою жизнь. И начинаем со своей мысли, меняем со своих слов, фраз, а также стараемся вести именно жизнь созидания. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогали в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы услышимся с вами уже в следующем видео.